Смарт-часы, которые имеют чип GNSS, яркий AMOLED-экран с технологией Always On Display, поддержкой более 120 видов тренировок, автоматическое определение активности, готовые шаблоны для бега с разной активностью, защита от воды 5 атмосфер, 12-дневное время автономной работы, постоянный мониторинг пульса, измерение SPO2, мониторинг сна и уровня стресса, приятный дизайн и легкие материалы. Обо всем этом и не только заявляет сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Redmi Watch 3. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, мы сейчас с вами и разберемся. Распаковка. Поставляются данные смарт-часы в белой коробке из плотного картона. На ней есть название и изображение модели, а также краткая информация. Упаковка стандартная, все дошло в целости и сохранности. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, документацию и зарядное устройство с 2 пинами. Смарт-часы запакованы так, что при транспортировке уж точно не появятся царапины или потертости. Весят смарт-часы 37,5 грамма, размеры небольшие, 37 на 42,6 на 11,7 миллиметра. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Притом не только скидки, но и информация. Особенно по покупкам, налогам и всему остальному. Таможенным сборам. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, и мой личный телеграм-канал, куда я скидываю результаты тестов до обзоров, и мы с вами по поводу новых девайсов общаемся. Понеслась. У меня на руках китайская версия данной модели. На борту есть только китайский и английский язык, но мы уже привыкли, да, что я покупаю все сначала в Китае, потом через пару месяцев появляется глобалка, и вы уже знаете, чего ждать, потому что очень редко, когда китайская версия отличается от глобальной, и очень редко, когда глобальная лучше китайской. Русского в стоке здесь, разумеется, нет, и все, кто планирует покупать китайские умные часы и потом их перепрошивать, подумайте 30 тысяч раз, почитайте форумы, и я вам это делать не советую. Либо учите английский, либо ждите глобалку. Поставляются Redmi Watch 3 в белой и черной расцветке. Ремешков на выбор более чем достаточно. Дизайн смарт-часов стандартный, но выглядят они аккуратно, за что отдельный плюс. Корпус выполнен из пластмассы, во всяком случае тыльная часть точно. Рама металлическая и глянцевая. По сборке вопросов нет. Все сделано довольно качественно, учитывая стоимость. Быстросъемный ремешок выполнен из TPU, он имеет фирменное крепление, так что любой другой ремешок не подойдет со стандартным креплением. Застежка, как у яблочных часов, охват запястья от 135 до 200 мм. При носке Watch 3 не ощущаются, спать в них комфортно, что хорошо. Ремешок не натирает и запястье под ним не потеет. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, динамик и микрофон. Из датчиков на борту датчик сердечного ритма с поддержкой измерения SPO2, акселерометр, гироскоп и геомагнитный датчик. Пульсу воздуха, как и кислород в крови, они не нащупывают. Пульс измеряется в авторежиме с периодичностью 5 или 10 минут, а также каждую минуту, ну или в ручном, разумеется. SPO2 нужно измерять только вручную, и это не хорошо и не плохо. Мониторинг уровня стресса работает в ручном режиме или авто, хотя мне кажется, что он мало кому нужен. Результаты измерения в целом адекватные, но есть небольшая погрешность, что допустимо. Стон мониторит неплохо, как и все фазы сна, даже фазы быстрого сна. Хорошо фиксируется начало сна и его конец. Ко всему есть оценка дыхания, и это важно и полезно. Графики на смарт-часах отображаются очень даже информативно, ко всему можно настроить мониторинг здоровья прямо со смарт-часов, но полноценно посмотреть информацию об измерениях можно только в приложении. Из полезного на борту также есть напоминание размяться или расслабиться, спящий режим, ночной режим, дыхательные тренировки и отслеживание цели дневной активности. Куда же без нее? Также на корпусе есть физическая кнопка для перехода в меню или возврата, включение-выключение, перезагрузка устройства. Зажатием можно вызвать голосового помощника, а тройным нажатием совершить экстренный вызов по указанному номеру в приложении. Поддерживается голосовой ассистент Mi AI, что для нас не актуально. Команды, по всей видимости, на китайском. Летим дальше. С фронтальной части находится AMOLED-дисплей на 1,75 дюйма с разрешением 390 на 450 пикселей и стеклом с защитой от отпечатков пальцев. Соотношение экрана к корпусу 70%, рамки в наличии, но верхняя и нижняя рамка симметричные. Выглядит это неплохо, лучше, чем большой подбородок. Экран имеет слегка закругленные края, частота обновления экрана 60 Гц, но, как по мне, на борту не все 60 Гц, я думаю, вы это видите. Скроллинг плавный, анимации немного. Работает интерфейс довольно быстро, ничего не подвисает и не фризит. Перемещаться по интерфейсу удобно, шрифт читабельный, цветопередача насыщенная и контрастная, максимальная яркость 600 нит. При прямом попадании света на экран с максимальной яркостью в солнечный день яркости хватает и вглядываться не приходится. Автояркости на борту нет, но есть Always On Display, который может работать в Smart
смарт-режиме или по расписанию. Стиль AODA зависит от циферблата, если, конечно, циферблат имеет свой стиль под AOD. Также в настройках есть 4 готовых стиля AODA, которые можно слегка перенастраивать под себя. Время до отключения экрана максимум 60 секунд, чего достаточно. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно, хорошо и довольно быстро. Работает эта функция по расписанию или все время. Включить двойным тапом экран можно, как и выключить, накрыв ладонью. Работает исправно. Установить пароль на смарт-часы также можно, как и синхронизировать режим «Не беспокоить» со смартфоном. По свайпам с главного экрана. Сверху вниз уведомления, снизу вверх это панель быстрого доступа, в которой есть фонарик, продувка динамика, включение энергосберегающего режима и так далее. Слева направо и наоборот это виджеты, которые можно настроить под себя, как и меню. Удобно, что виджеты разбиты по ячейкам, и на одном экране может находиться до 4 приложений. Меню имеет 2 стиля отображения, в нем есть помимо перечисленного уже ранее тренировки, записи тренировок, активность, измерение пульса, СПО2, мониторинг сна, уровни стресса, женское здоровье, погода с подробной информацией, но местоположение в моем случае не определяется, что неудивительно. Заметки, контакты, которые можно добавить через приложение, можно добавить до 10 контактов, вызовы, музыкальный плеер, в котором можно переключать треки, воспроизведенные на смартфоне с регулировкой громкости. Загружать на смарт-часы музыку возможности нет. Далее есть кнопка для удаленной фотосъемки с таймером 3,5 секунд, работает это дело корректно. Будильник можно завести прямо со смарт-часов, в фоновом режиме работает только таймер. Также есть компас, поиск телефона и то, что в стоке не будет работать, это модуль NFC и соответствующие программы Alipay. Кошелек с картами, карты для разблокировки умных дверей и WeChat, и не только. К слову, карты для разблокировки умных дверей, возможно, у кого-то работать и будут, потому что умельцев хватает, которые все это дело перенастраивают и потом пользуются. Но чем бы люди не тешились, главное, чтобы полезно было, правда? И интересно. В настройках можно настроить силу вибрации. К слову, вибромотор неплохой, не из самых дешевых. Отрегулировать громкость и включить автоматическое определение 6 видов активности. Они работают. Не так, как в супердорогих часах, но тоже неплохо. Летим дальше. Bluetooth здесь версии 5.2. Напоминаю, что уже существует 5.3, но 5.2 тоже неплохо. Уведомление об отключении как функция на борту в наличии, но уведомления приходят только тогда, когда смарт-часы подключаются к смартфону, а не отключаются. По факту бесполезная функция. Подключить нагрудный датчик, разумеется, нельзя, как и нельзя подключить беспроводные наушники или колонки. Тренировок на борту более 120 видов, отслеживание плаваний имеется, как и шаблоны для бега с различной интенсивностью тренировок. Шаги измеряются корректно. Установлен здесь чип GNSS, из навигации есть GPS, Beidou, GLONASS, Galileo и QZSS. GPS местоположение определяет смарт-часы около 7 секунд, что неплохо. Карты строятся, но в городских условиях отклонения в построении маршрута есть. И еще какое. К слову, во время тестирования данной модели я включал несколько раз различные тренировки, и у меня около 2 тренировок не записалось вообще, что фейл. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, и тренировки имеют звуковое сопровождение женским голосом на китайском языке. Опять же, напоминаю, в китайской версии, в глобальной будет все по-другому. При входящем звонке вам предоставили возможность сбрасывать вызовы и отвечать на него. Разговаривать через смарт-часы удобно. Не скажу, что здесь топовые микрофоны или качество звучания динамика прямо вау, но в целом все отрабатывает хорошо. Говорить сможете. Быстрых ответов на звонки и на уведомления нет, что фейл, и я надеюсь, что это дело появится, потому что в браслетах есть. Как здесь быть не может. Xiaomi. Уведомления приходят моментально, отвечать на них тоже нельзя. Иконки отображаются, а вот смайлики нет. Длинные уведомления нужно дочитывать на смартфоне. Емкость аккумулятора 289 мАч, полный цикл зарядки занимает до 2 часов. В среднем сценарии использования они прожили у меня 5,5 дней. С включенным Always On дисплеем их хватает не больше, чем на 2 суток. Вспоминаем, да, Oppo Watch 3, Oppo Watch 3 Pro. Я практически все часы, которые есть на рынке, покупаю, включая Amazfit Falcon. Посмотрите, плюс-минус все то же самое. Только стоимость в десятки раз может отличаться. Результат хороший, но в то же время стандартный. У многих носимых устройств в этой ценовой категории время автономной работы около 5 дней. Водонепроницаемость 5 атмосфер, разумеется, я окунул их в воду, по итогу с ними все хорошо, можно с ними купаться, плавать, но не в соленой воде, ее я не рекомендую, разумеется, не рекомендую баню. Резкие изменения температуры вредны для электроники, чтобы вам кто не говорил. И вполне возможно, у вас живут Mi Band там 5 лет, и вы из проруби постоянно в баню бегаете. Но это частный случай. Они должны погибать. Если они не погибают, вам просто повезло. Приложение Mi Fitness. Чтобы подключать китайскую версию смарт-часов, необходимо выбрать в приложении регион Китай. В приложении есть 4 вкладки: здоровье, тренировка, устройство и профиль. На стартовой странице со смарт-часами мы имеем заряд в процентах, что удобно, галерею с циферблатами, которых достаточно, ко всему есть персонализированные циферблаты. Циферблаты, через которые можно переходить к определенным приложениям и устанавливать любую фотографию на заставку, также можно. Дальше есть стандартные настройки, обновление прошивки. Мне обновление уже
уже прилетало. Минусы — это бесполезная функция уведомлений при отключении устройства. Есть баги в прошивке, которые, скорее всего, так и останутся, что в китайской, что в глобале. Хоть обновы прилетают и некоторые моменты фиксятся, не скажу, что они фиксятся все. Я очень часто делаю обзоры через полгода. Чаще всего ничего не меняется. Нет возможности отвечать на уведомления, нет автояркости, еще много чему нет, но учитывая стоимость, которую вы можете посмотреть по ссылке в описании к видео, в принципе, ничего удивительного. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Разумеется, подписаться на этот канал с колоколом, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. Кто посмотрел обзор, двойное спасибо. Резюмирую, умные часы Redmi Watch 3 за ту стоимость, в которой они обошлись мне, хороший выбор. Плюс за яркий экран с Always On Display, материалы, дизайн и неплохую автономность. По функциональности ничего невероятного за эту стоимость с одной стороны я не обнаружил, с другой стороны просто хорошо и не больше. Еще раз спасибо за просмотр. Девайсу да, добра и удачи вам, дорогие друзья.